Добрый день, друзья! На календаре 8 декабря 2022 уходящего года. С вами снова Гитландия ТВ и я, Сальвия Özgür. Несмотря на то, что Турция мусульманская страна, здесь у нас тоже отмечается Новый год и Рождество. В историческом центре елок мы не увидим, поэтому мы сегодня выезжаем ловить рождественское и новогоднее настроение в два самых знаменитых района Стамбула. И один из них – Кадыкөй. Несмотря на то, что Турция мусульманская страна, здесь отмечают и католическое, и православное Рождество, конечно, среди христианского населения, а также и Новый год стал семейным, почти семейным праздником, который отмечают в семейном кругу, конечно, немного скромнее, чем в России или в Европе, но все же это тоже праздник. Но за новогодним настроением рождественским мы сегодня приехали в район Кадыкөй, который является настоящим лидером по количеству украшенных кафе, магазинов и просто домов, которые украшают в честь предстоящего праздника. В Европе на каждом шагу продается глинтвейн, да? Но мы в мусульманской стране, поэтому если видите такую бочку, это не глинтвейн точно, это может быть все что угодно, но не глинтвейн. Например, здесь продают рассол, знаменитый шалгам напиток, вот. Но все-таки мы идем искать с вами другой напиток, который альтернатива глинтвейну, знаменитый турецкий горячий напиток салеп. Вперед! Только в зимнее время можно найти вот такие необычные самовары, кипящие, дымящиеся, в которых продается салеп. Что это за напиток? На основе молока с добавлением экстракта корня дикой орхидеи, конечно же, корица, немного сахара. Все это вываривается в густой молочный вкусный кисель, который согревает, который наполняет энергией и который дает правильное, радостное настроение. Как вам салеп? Салеп окрыляет. Сегодня я не одна. В главных ролях Сальвия. В дополнительных ролях. Во всех. Отгоняет всех странных типов с какими-то колясками. Вот, и любопытных прохожих. Прошу любить и жаловать. Шифат. В Стамбуле находится свыше 150 христианских церквей, и на христианские рождественские службы можно попасть 25 декабря во Вселенской патриархии греческой, во всех греческих православных церквях, а также во всех католических базиликах, соборах, костелах. Протестанты, а также реформисты празднуют Рождество также в этот день. А 6 января празднует Рождество православная, русская православная церковь, болгарская православная церковь, а также армянская православная церковь празднует 6 января Рождество. Также 6 января можно стать свидетелем уникальной традиции бросания креста в воды залива Золотой Рог, который символизирует рождение, крещение Иисуса Христа, а также и напоминает о крестных ходах, которые во время осад Константинополя
обносили крепостные стены святыми иконами, да, то есть и опускали священные предметы, священные мощи в воды залива Золотой Рог, чтобы охрана, оберег был не только с земли, не только с суши, но и с воды. Название Кадыкёй происходит от древнегреческого «халкидон». Именно отсюда родом знаменитая покровительница Константинополя Ефимия Всехвальная Халкидонская, мощи которой можно увидеть в специальном саркофаге во Вселенской Патриархии. Именно она считается покровительницей не только этого района, но и всего христианского Стамбула. Если хотите оказаться в настоящей сказке, то вам по этому адресу. Шекерджи Джафер Эрол. Настоящая сказка рождественская, новогодняя для детей и для взрослых. Ну и, конечно, какое же Рождество без рождественского цветка, который продается в Стамбуле на каждом углу. Называется он кокина, и на самом деле это не цветок, а создается из двух растений. Из одного растения, дикорастущего в горах Стамбула, окрестностей, собираются плоды красные, привязываются к другому кустарнику, достаточно колючий, поэтому очень кропотливая и опасная работа, но получается прекрасное рождественское настроение, и стоит этот цветок рождественский достаточно долго, более месяца, 2 месяцев иногда, может храниться, не теряя свой яркий цвет в домах. Ну что, мы погуляли по Кадыкёю, сели на паром, сейчас плывем в европейскую сторону, в район Нишанташи. Покажем вам и другую сторону, другой облик Стамбула. Пока плывем, хочу рассказать, что в этом году как будут работать на Новый год наши исторические объекты. 31 декабря все работает по расписанию, то, что должно быть открыто, будет открыто, но 1 января все дворцы будут закрыты. Некоторые исторические объекты откроются после обеда, поэтому то есть, точного такого расписания нет. Пишите, спрашивайте, будем отвечать, будем помогать составлять вам на Новый год вашу индивидуальную программу в Стамбуле. Мы в самом гламурном районе Стамбула, районе Нишанташи. Этот район называют стамбульским Миланом из-за его огромное изобилие бутиков, брендовых магазинов,
а также винтажных лавок. Конечно же, все самые известные дизайнеры имеют здесь свои шоурумы, поэтому мы пришли сегодня показать, как Нишанташи готовится к Новому году и к Рождеству. Ну что, мы закончили обзор по Кадыкёе и Нишанташи. Конечно, еще очень многое не вошло в кадр, это невозможно передать на камеру. Нишанташи – это район, где нельзя торопиться, где нужно сидеть за чашкой латте или капучино, поглаживать упитанных котиков и наслаждаться моментом прекрасного района Нишанташи. Итак, друзья, теперь о наших подарках. Для наших участников и подписчиков у нас, во-первых, ужин в рыбном ресторане на двоих с видом на залив Золотой Рог. Во-вторых, на двоих участниках у нас в подарок прогулка по вечернему Стамбулу, историческая прогулка с гидом. И для 5 участников мы отправим прекрасные имена, написанные каллиграфическим почерком, которые будут напоминать о Стамбуле. И если вы еще не с нами, приезжайте, участвуйте в наших экскурсиях, викторинах, следите за нами, подписывайтесь. И до новых встреч! До свидания!